Дальнобойное оружие от США. Снимут ли запрет? Эвакуация из Донецкой области и что за условия для начала переговоров Украины и России? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. В НАТО начали понимать, что воюют, и притом не только против РФ. Последствия поиска компромиссов: не столкнет ли Беларусь полностью под российскую оккупацию? Не дай бог президентом станет женщина, и еще несколько провокационных заявлений Лукашенко. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Эвакуация из Волновахи. В 16 населенных пунктах Волновахского района Донецкой области началась принудительная эвакуация жителей, включая семьи с детьми, из-за угроз безопасности. Эвакуация охватит села и поселки Великоновоселковской общины, такие как Великая Новоселка, Андреевка, Богатырь, Времовка, Зеленый Кут, Золотая Нева, Константинополь и другие. По данным Донецкой областной военной администрации, 174 ребенка уже эвакуированы в безопасные регионы. В населенных пунктах остается около 1600 человек, которых планируется переселить. Президент Польши Анджей Дуда пояснил условия, при которых Украина могла бы получить от Польши истребители МиГ-29. По его словам, Польша может рассмотреть возможность передачи самолетов, если НАТО передислоцирует другие самолеты на польские авиабазы. Вопрос об отправке советских МиГ-29 был обсужден Дудой с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Основным условием передачи самолетов Украине, по словам Дуды, является гарантией безопасности польского воздушного пространства от союзников. У нас еще есть одна эскадрилья МиГов, есть решение на этот счет. Сейчас мы используем самолеты МиГ-29, которые выполняют наши миссии. Если мы их передадим Украине, то есть одно принципиальное условие, а именно, наше небо должно быть защищено. Президент Польши также подчеркнул, что его страна ежедневно оказывает поддержку Украине, выступая в роли транзитного хаба. Без польской инфраструктуры, по его словам, Украина оказалась бы в крайне сложной ситуации. Вместе с тем, Варшава разместила новые корейские танки К-2 у границ с Россией. Об этом пишут польские медиа. 9 южнокорейских танков К-2 «Черная пантера» производства компании Hyundai были доставлены в 9-ю Браневскую бронекавалерийскую бригаду, расположенную в городе Бранево, недалеко от польско-российской границы. Об этом сообщает издание WNP, подчеркивая, что Польша активно перевооружает свои вооруженные силы с использованием корейской техники. Из доставленных в Бранево танков 7 будут переданы в 1-й танковый батальон, а оставшиеся 2 отправятся в другое подразделение. В общей сложности на вооружении Польши уже находится 71 танк К-2, и до конца года планируется прибытие еще 13 единиц, которые также, вероятно, будут отправлены в Бранево. Не дай бог президентом станет женщина, говорит Лукашенко. Говорит, что пост президента слишком сложен и требует особых усилий, что, по его мнению, не подходит женщинам. По его словам, президент Беларуси выполняет важные обязанности, в том числе функции главнокомандующего. При этом он подчеркнул, что преклоняется перед женщинами и признает их важную роль, но считает, что они должны быть поддержкой для мужчин. У президента США не те полномочия, а тут надо вникать во все. В Беларуси президент — главнокомандующий, и потом это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность. Может, со временем мы подойдем к такому стилю, но пока он другой. Это не дамский стиль. Женщина еще и женщиной должна быть. Пусть будут мужики, зачем женщин обременять? Кроме сексистских выпадов, Лукашенко также заявил, что президентом не становятся, им рождаются. В целом, читать это можно как «не дай бог кто-то другой, а не я, попробует стать президентом». Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил осторожный оптимизм после обсуждения возможности дальнобойных ударов по России в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Украина уже давно призывает союзников разрешить использование западного оружия для таких ударов, но сталкивается с сопротивлением, особенно со стороны США, из-за опасения эскалации конфликта. Сибига отметил, что обсуждал не только вопрос дальнобойных ударов, но и евроатлантическую интеграцию Украины. По его словам, результаты
результаты переговоров в Брюсселе также коснулись военной помощи, которая будет включать как поставки вооружений, так и меры по заключению соглашений для производства оружия. Европейские страны прямо понимают, что от поддержки Украины зависит их безопасность. И вот тут как раз мы вспоминаем про Storm Shadow. И, собственно говоря, и про французские скальпы, потому что это две абсолютно одинаковые ракеты, просто двух разных производителей, Британии и Франции. Но есть нюанс. Почему британцы, которые, насколько мы понимаем, из инсайдерских больше, конечно, каналов, уже давно готовы были нам такое разрешение дать, там было, скажем, определенный стоп политический от Соединенных Штатов, потому что, как говорят военные эксперты, там система наведения или вот что-то с этим связано, это все-таки компонент, который производится в Соединенных Штатах, поэтому при передаче такого оружия третьим сторонам необходимо все равно одобрение со стороны США. А поскольку был избирательный процесс, и мы понимаем, что именно это с большой вероятностью стало вот в такой поставке на паузу этого вопроса со стороны администрации действующего президента Джо Байдена. Ранее разведка США и Пентагон заявляли, что разрешение Украине наносить дальние удары по территории России может принести больше рисков, чем выгоды, и рекомендовали не менять политику ограничений. Тем не менее, в сентябре президент США намекнул на возможное смягчение ограничений, заявив, что его администрация, цитирую, «работает над этим вопросом», конец цитаты. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в том числе подтвердил, что не только Северная Корея отправила солдат в Украину, но и Китай с Ираном помогают Путину и представляют угрозу для таких стран, как Япония и Южная Корея. А самое важное в настоящее время — это укрепление Североатлантического альянса. Мы должны убедиться, что помощь на оборону будет продолжать поступать в Украину, и что мы сможем вывести ее из положения проигрывающей территории, что мы сможем стабилизировать фронт и затем отвоевать у русских то, что они забрали. Война приняла новый опасный оборот. Войска Северной Кореи теперь перебрасываются в Россию, и это не бесплатно. Путин платит за это, платит не только деньгами, но и технологиями. Он поставляет ракетные технологии в Северную Корею. И теперь это представляет угрозу не только для нас в Европе, но и для Южной Кореи, Японии и материковой части Соединенных Штатов. И, конечно же, Китай участвует в военных действиях, обходя санкции. Кроме того, у Путина тесные отношения с Ираном, и он получает военную помощь от Ирана, что помогает ему в военных действиях против Украины. Для начала переговоров с РФ Москва должна потерять Крым, считает экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, который участвовал в переговорах с Россией во время газового конфликта 2009 года. Подчеркивает он, что диалог с Кремлем крайне затруднителен. Россияне, по его словам, затягивают переговоры, избегают прямых ответов, часто лгут и отвлекают внимание от сути дела. Он считает, что единственный действенный подход к переговорам с Кремлем и наилучшим аргументом на предстоящих переговорах, по мнению экс-министра, станет военная победа Украины. Для Москвы такой весомый аргумент, как потеря Крыма, может заставить ее пойти на реальные уступки, так как компромиссы в обычной дипломатической форме для Кремля неприемлемы. Многие западные военные действительно высокого стратегического уровня мышления давно уже подсказывают нашим военным, что нужно начинать с Крыма. Надо отломить Крым у России, а для России, для Путина лично, это нечто сакральное. Если Крым для него падает, значит падает имидж как победителя, а ведь это мачо, это же человек, который должен побеждать повсюду. Но может ли стать Беларусь разменной монетой для остановки боевых действий? Может ли западный мир отдать Минск под полное влияние России, потребовав взамен остановку боевых действий? Что значит уступить Беларусь с точки зрения Запада? Беларусь и так находится под плотным влиянием России, если не сказать под ее контролем. Как бы выглядела обратная ситуация, в которой США не уступают Беларусь? Что существенного они могут сделать, чтобы как-то кардинально изменить сегодняшнюю зависимость, особенно пока у власти Путин и Лукашенко? Ничего. Идея о передаче Беларуси в зону влияния Москвы странно звучит и для самой России. В чем здесь завоевание? Как мы отклоняемся от статус-кво? Говоря языком сделок, это покупка товара, который в значительной степени и так уже твой.
Статус Белоруссии мог бы поменяться, если бы эти переговоры проходили в момент слабости Москвы, и Запад с Украиной могли бы навязывать ей условия. Тогда, разумеется, можно было бы ожидать требований по снижению российского военного присутствия в Беларуси, включая ядерное оружие. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.